Преобразование одного типа геометрии в другой, конвертация, не является такой уж сложной задачей, но знание того, когда и где можно конвертировать типы геометрии, может сделать процесс моделирования более эффективным. Понимая, что рабочие процессы моделирования NURBS могут легко создавать определенные базовые формы вращением или выдавливанием, например, бокалы для вина, этот тип форм намного рациональнее создавать таким образом на ранней стадии моделирования, даже когда собираетесь заканчивать их полигональными объектами. Использование инструментов NURBS и преобразование их объектов в полигональные – отличная идея, но ее иногда недооценивают начинающие моделеры. И что еще лучше, сейчас у Maya есть много уже встроенных предустановленных инструментов NURBS Convert. Но все равно вы должны знать, как конвертировать геометрию с помощью опций Modify Convert, потому что можете получить стороннюю модель, для которой потребуется преобразование в другой тип. Например, это может быть файл CAD дизайна некого изделия. Обычно они приходят как объекты NURBS, а нам нужно будет сделать их полигональными объектами. Вы можете также конвертировать в полигональную геометрию другие типы объектов, такие как кисть Paint Effects, частицы, жидкости и текстуры, которые могут создавать очень интересные базовые формы или даже готовые модели. Так, Paint Effects могут генерировать растения, деревья, траву и многие другие формы процедурно, а затем их можно преобразовывать в базовую полигональную форму для вашего проекта или завершения моделирования. Давайте посмотрим на некоторые из опций конвертации, которые будете чаще всего использовать в Maya. Я начинаю здесь в файле 0204 Start, и вы видите, что это ваза, которая была фактически создана поворотом кривой NURBS. Это все еще поверхность NURBS. Если кликну правой кнопкой мышки по ней, вы увидите, что здесь все еще есть контрольные вершины, точки поверхности, отверстия и кривые. А я хочу преобразовать это в полигональную форму. Чтобы сделать это, перейдем к Modify Convert, и я на самом деле собираюсь отделить это меню, потому что будем использовать его далее еще не раз. И вот тот пункт, который хотим использовать сейчас. NURBS to Polygons, открывающий окно настроек этой опции. Здесь на самом деле видим параметры, которые есть в инструментах Revolve и есть инструмент Extrude внизу. Здесь есть несколько вариантов построения полигонов. Например, хотим ли мы, чтобы они были triangles треугольными или quads четырехугольными. Tessellation Method, способ тесселяции, имеет варианты General общий, Standard Fit стандартное заполнение, count количественные или control points контрольных точек. Честно говоря, я бы никогда не использовал General или Standard Fit. Они создают геометрию между кривыми и другими компонентами NURBS, чем на самом деле бывает очень трудно получить именно то, что хотите. Обычно я использую Count или Control Points. Count очень прост. Он дает предопределенное количество полигональной геометрии, которое будем использовать для создания формы из поверхности NURBS. Сейчас это значение равно 5000. Давайте начнем с 200 и нажмем Apply. Я также приму вариант Quads. И вы видите, что получаем форму, построенную из 200 полигональных поверхностей. Но этого может быть недостаточно, чтобы достоверно передать нужную форму. Поэтому удалю ее, снова выберу, подниму значение до 8000 и снова нажму Apply. И вот то, что вы увидите, равномерно распределенные полигональные поверхности, создающие эту форму. Было бы очень подходяще использовать ее в цифровом скальптинге, который лучше всего работает именно с такой плотной топологией поверхности. Но сейчас это некоторый перебор, а мы, вероятно, хотим сделать конвертацию более эффективной для дальнейшей работы в Maya. Удалю эту форму. На этот раз выбираю Control Points, и вы видите, что здесь нет никаких дополнительных параметров. Нажимаю Apply. И вот что происходит. Получаем немного более крупную полигональную версию формы NURBS. Но если нажму клавишу 3, чтобы включить Subdivisions, можете увидеть, что формы практически идентичны. Вернусь, нажав клавишу 1, перейду к набору инструментов моделирования, и если сглажу это до двух делений, то получаем точно такую же форму. Таким образом, контрольные точки фактически дают нам гораздо более эффективные способы преобразования объекта NURBS в полигональный. Удалим это. Теперь давайте посмотрим на другой пример. Вот есть такая спиральная форма, которая была создана с помощью экструзии окружности вдоль кривой. И можем посмотреть на ней те же два примера, которые были ранее с преобразованием NURBS в полигоны. Первый будет Count. Установим его на 200. Apply.
В этом конкретном примере это не даст достаточно геометрии для того, чтобы получить действительно нужную форму. Вы видите, что это просто плоская поверхность, идущая по кривой. Для формы такой сложности нам понадобится не менее 8000 полигонов, чтобы получить нужный результат. Теперь можете видеть, что получаем хорошее распределение полигонов на всем протяжении этой конкретной формы. И снова, контрольные точки здесь возьмут базовую форму NURBS и создадут по ней полигоны. Итак, снова нажмем Apply, переместим в сторону и взгляните на эти две формы рядом друг с другом. Видите разницу? Но снова, если нажму 3, то получим после Subdivision почти одинаковые формы. Итак, такова конвертация из NURBS. Теперь давайте посмотрим на некоторые другие варианты, которые также можем использовать. Вот участок травы Paint Effects. Создание этой конкретной формы вручную было бы чрезвычайно трудоемким, так как для получения такого случайного характера травинок нужно было бы строить каждую из этих полигональных поверхностей. Но это всего лишь кисть в Maya, предустановленная так, чтобы иметь возможность создавать участки травы. Мы не можем манипулировать этим конкретным участком травы прямо сейчас в виде Paint Effects. Так, если кликнем правой кнопкой мышки по нему, то видим, что в Paint Effects нет никаких настроек, поэтому придется конвертировать это в полигоны. Другая причина, по которой захотите выполнить такое конвертирование, это рендеринг. Maya – единственный редактор, который может в настоящее время рендерить Paint Effects. Поэтому перейдем в Convert, выберем Paint Effects to Polygons, открывается диалоговое окно. Здесь я собираюсь перейти в Edit, Reset Setting, редактировать, сбросить настройки, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. У нас есть Poly Limit в 100 тысяч, что означает, он достигнет 100 тысяч полигонов для этого участка травы, и можно также скрыть исходные кривые, которые использовались для создания участка. И хотим ли мы, чтобы это были квады? Да, я хочу. И нажимаю Apply. Вроде бы нет особых отличий, но теперь мы можем конвертировать, изменять и манипулировать этим объектом как полигональным. Таким образом, это действительно хороший способ получить сложную форму, преобразованную в геометрию, которой затем можно манипулировать. Давайте посмотрим другой пример. У нас теперь есть куст клубники. Это еще одна очень сложная форма, которую можем выбрать. И это еще один эффект Paint Effects. Нажимаем Apply и видите, что теперь это такая форма, построена через текстуры. Подготовлено клубом «Перевод всем». Скроем это и рассмотрим еще один пример Paint Effects. И это отличный способ получить форму дерева. Так что просто выберите его, используем тот же инструмент Convert, и вроде бы ничего там не изменилось. Закроем это и посмотрим внимательно. Здесь есть некоторые ошибки. Вы можете видеть, что одни полигональные формы пересекаются с другими, и они не совсем правильно связаны. Но вот то, что это даст нам, если изолирую выбранное, это форма ветвей, которую на самом деле было бы очень и очень сложно строить полигонами вручную. Это займет очень много времени, если разрабатывать все с нуля. В этом случае придется заняться оптимизацией и исправлением артефактов модели, если будем использовать ее далее, но тем не менее Paint Effects – отличный способ процедурно создавать такую сложную органику, а затем конвертировать их в полигоны. Скрою это. Теперь, есть два других типа, которые можем конвертировать. Это очень-очень полезно. Частицы. Так, здесь у меня есть такой слой частиц, и я собираюсь нажать Play в плеере, чтобы получить такую полосу дыма, проходящую через сцену во времени. Просто выбираю эти частицы, иду в меню Convert, далее в N-Particles, Polygons, и на самом деле здесь нет никаких настроек. Convert, и вы видите, как эти клубы дыма превращаются в геометрию. Отлично здесь то, что история анимации все еще включена, поэтому если вернусь к первому кадру, никакой геометрии еще нет, но если нажму Play, вы можете видеть, как геометрия создается по ходу анимации. Если хотите сохранить эту форму, а не терять ее каждый раз, возвращаясь к первому кадру, можно проиграть до нужного кадра, перейти в Edit Delete by Type History, что сохранит эту конкретную геометрию в этом фрейме, а затем можно выбрать ее и манипулировать ею любым способом, которым хотим.
Отменю это, чтобы вернуть историю построения, и хочу показать еще одно с этими частицами, как можно повлиять на форму, которую получаем. Иду в редактор атрибутов и смотрю в закладку формы частиц. Здесь есть раздел Output Mesh с ползунками, которые можем использовать для настроек величины, порога, масштаба, типа геометрии, который он создает, и который сейчас имеет сетку с треугольными ячейками, но можем изменить их на квадратные. Здесь можно манипулировать разрешением, поэтому можем ввести 600 и изменить размер ячеек на гораздо меньший. И, как можете видеть, получаем гораздо более округлую форму. Также можем добавить Mass Smoothing Iterations и получить что-то, что выглядит очень похоже на облако дыма. Давайте скроем это и посмотрим на еще один пример. Fluid – эффект текучести жидкости. Эти своеобразные облака создаются с Maya Fluids. Выбираю их и перехожу к опции Fluid to Polygons, что преобразует их в геометрию. И вы видите, что на самом деле получаем участок облачного неба. Если хотим манипулировать формой и геометрией, это также доступно в редакторе атрибутов. Перейдем сюда к Shape и далее под Layer Shape снова буду искать Output Mesh. Здесь есть множество опций, поэтому просто прокрутите вниз, пока не найдем Output Mesh. И снова можем изменить здесь несколько параметров так, чтобы получить большее или меньшее разрешение и изменить полигоны из Triangles в Quads. А затем можем начать манипулировать разрешением сетки для финального вида эффекта. Как видите, сегодня опции конвертации не так сложны, и с небольшой практикой можем получить нужного окончательного вида геометрию для своих проектов. Также стоит обратить внимание на жидкости, частицы и Paint Effects, так как они могут быть очень и очень быстрыми способами создания форм, которые очень трудно создавать с нуля полигонами, например, деревья или водные поверхности. Наличие гибкости для конвертации форм, создаваемых процедурно или начинающихся с другого типа геометрии, является чрезвычайно мощным способом построения форм, которые могут понадобиться вам в 3D-моделировании в Maya.